здоровья. In Kalmykië vergeet je dat je in Rusland bent. Bij Rusland denk je niet aan eindeloze steppengronden en schapenkuddes. Dat is Kalmykië. Het is tegelijk ook een van de armste gebieden in Rusland. Ken, Alёш! Степь? Да, мне так нравится степь. У вас в Голландии тоже? Вроде зелень там. Нет, вообще у нас мало природы. У кого? Да. В Голландии? Голландии, да, все города, и, Да, не знаю, заселено все густо, запланировали. Да. Ну, Здесь это... есть случай, вот здесь площадь, да? А это еще ничего. А в том, где я жил, откуда Да. я приехал, Да. вообще степь. Как, да, ну, на 20-30 Ну мы ехали, как 3 часа ехали, никого не видели, Не, как да, будто пусть Да, никого там. вести нет. А сколько сейчас осталось? Ну, 300 голов осталось. 300, да? А было около 400, 400. Я их зимую, ягнят получаю. Как бы рост не идет. На одном месте я стою, потому Да. что нету... Надо бы кредита, чтобы приобрести, воспроизводство ситуация, было. да? Да, воспроизводство было. А мне воспроизводство не идет, потому что за все я плачу, за землю, за свет, за воду. У меня зарплаты нет, я за своих счет. Вот продаю овец, корову, все это расплачивается. И А как вы думаете в будущем, как через 2 года, например, сколько у вас будет голова? Это меньше и меньше или как ситуация? Вот. ну, тоже, как вы смотрите в будущее? зависимости, это опять уже как цена у нас, как вот, например, если вода будет подниматься, цены, свет, вода и за газ, и землю, если цены будут большие, то мы не будем успевать за этим. Придется резать и рассчитываться с долгами этими. Я до сих пор не могу, вот целый год бегал, не могу взять деньги. Вот Да, на вот днях я был я, на сказал, днях да. вот был я, Да. уже процентные, годовые ставка, это проценты уже 17 поднять, до 17 стало. Я говорю, 17 мне тоже не выгодно, это больше много. А не то. Вот сейчас я недавно был, видишь, говорит, в мире что происходит, говорит, по телевизору видишь, говорит, это там... Тогда что-нибудь будет измениться, как вы думаете? Изменится? Ну, наверное, может измениться. Ну, я не знаю, обещают. Все будет, подожди там. Сергей, ты еще сколько ехать сейчас? Где-то 180-190 километров. Вылезти, сколько там населения? Маленький город? Порядка 110-120 тысяч. Калмыкия где-то 300 тысяч. А президент, Глава республики. он очень любит шахмат, да? Да. Правда? Да. Вы тоже любите шахмат? Я не умею, честно говоря. Kalmykië is onder curatele gesteld van Moskou omdat het volkomen failliet is. Als oorzaak worden de merkwaardige beslissingen van de zittende president Kirsan Ilyumzhinov genoemd.
De stad staat vol met boeddhistische tempels die zijn neergezet met geld dat er eigenlijk niet is. En dat die man na 16 jaar nog steeds aan de macht is, dat vind ik intrigerend. Ik heb hier net de PR-man van de president gesproken. President van Kalmykië, hoofd van de Wereldschaakbond. En het interview staat voor morgen. Ik heb verplicht leesvoer meegekregen. De autobiografie van de president. Hier staat hij met de paus. Met een cadeau voor de paus. Met Florencio Campomanes, niet de minste. Hier bezoekt hij een dode mevrouw. Lachend. Met de bekende artiest Ernst Neizwestny. Fantastisch. Hij heeft echt alles... Oh, oké, ja, dat is wel een bekende op zich. Die Iljushinov is een typisch product van dat cowboykapitalisme van de jaren 90... toen je met de juiste connecties voor een paar $100 een fabriek opkocht. En binnen een paar weken was je miljonair. Niet voor niets heet een hoofdstuk in zijn autobiografie How I Became a Millionaire. Здравствуйте. 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 Мы рады приветствовать вас. Вы директор? Я директор. Школы. Ага. Меня зовут Кукаева Ислам Вениамин. А я слышал, что здесь был очень известный школьник. Да, это глава нашей республики Кирсан Николаевич Илимжинов. Он выпускник нашей школы. А он был хороший студент? Он был хороший ученик. Это ученик и наш выпускник, который получил после окончания школы золотую медаль. А скажите, пожалуйста, мы слышали, что здесь они учат шахматы? Да, с 1 класса у нас все дети изучают шахматы. Шахматное движение у нас развито не только в нашей школе, но и в нашей республике. Пожалуйста, это возможно, что мы посмотрим в классе, как они... Конечно, Да? конечно. Сейчас играют? Мы сейчас можем пройти в класс, где мы покажем урок. Вот Батыр Анатольевич продемонстрирует вам. Хорошо. Хорошо, Пойдем. спасибо. Ага. О, привет! Здравствуйте! Вот наши шахматисты. Как дела? Так, ребята, внимание сюда. Не отвлекаемся. Все внимание на меня. Белые против черных, черные против белых. Да, это две настоящие армии. Посмотрите. У них есть руководитель, да, король. У них есть войска, да, разных родов войска причем, да. Есть и ладьи, кони, конница, да, слоны, пешки. Все как в настоящей армии. Как она называется? Никто не помнит? Диагональная линия. Как у нас с вами вертикальные линии? Как? Буквами, совершенно правильно. А горизонтальные линии? Цифрами, совершенно правильно. Эта клеточка как будет называться? Горизонтально. Нет, клеточка, линия. Е5. Хорошо, давайте теперь по очереди с вами. Я буду показывать клеточки, вы будете хором мне называть, да, какие они имеют адреса. Хором. Хором. Дашь его фамилия. Вот, теперь другое дело совсем. Хорошо, помним все. Так, положили все фигуры. Просто будут иметь представление об этой игре. Они просто будут знать, что такая игра есть. И потом сами шахматы, они, на мой взгляд, они формируют определенный образ мышления. То есть человек, умеющий играть в шахматы, он думает немножко по-другому. То есть он жизненные ситуации пытается проецировать на шахматную доску. То есть все в жизни подчиняет логике. Ну, то есть это, на самом деле, я думаю, что это очень хорошо. А вы можете сейчас представить школу без шахматов? Ну нет, мы не можем, потому что это уже
настолько давно, это уже традиция. Традиция третьей школы – это однозначно. Но у нас есть и приказ Министерства образования о введении шахмат как региональный компонент в учебный план. Het is nu pauze van de schaakles. En dit is de favoriete activiteit van Kalmukse kinderen. Want zelfs in de pauze zijn ze allemaal aan het schaken. Вы лучше? Она, Кто хорошо играет здесь? вот девочка стоит, она получила медаль. Вы получили медаль? Золотую. Золотую? А после школы тоже играете в шахматы? Да. И в перерыве тоже играете в шахматы? Да. А когда вы спите, тоже играете в шахматы? Нет. Когда вы спите, да? Да. Есть. А как вы думаете, это хорошо, что они в школе они учат шахматы? Да. Да? Да. Играй. Может быть, мы проиграем. We zijn hier op de grootste markt in Elista, hoofdstad van Kalmukje. En morgen hebben we het interview met de president. En we gaan nu uitzoeken wat mensen van de president vinden. Так вот сложилось. Раньше у нас, как при Советском Союзе, у нас были и фабрики, и заводы работали, все у нас работало, люди были при работе. Был мясокомбинат, работала трикотажная, не сейчас работает какая-то там часть, но все равно это уже не в тех масштабах, как это было раньше. И была какая-то стабильность, люди были спокойны, относительно была какая-то зарплата. Сейчас этого всего нету, какой-то хаос, люди бросаются, покидают, страшная течка в Калмыкии. Каждый день люди уезжают то в Питер, то в Москву, то за границу в поисках заработка, понимаете, потому что здесь его нету, люди покидают. Здесь уже скоро население будет сколько у нас там было, 300 тысяч раньше у нас было. Сейчас у нас, по-моему, там, если останется 1100, это и то будет хорошо. Кирсану, а как ваше мнение? Работы нет совсем. Вот, Да? посмотрите. Это... Смотрите, вот верьте печати, а не нам верьте. Думайте. Я работаю на рынке. Я человек с высшим образованием, я работаю на рынке без образования. Ой, в смысле, без работы. Думайте сами. У меня ребенок маленький, что вы думайте сами. Читайте газету, думайте. Все. Вот мне нравится президент Татарстана, президент Казахстана, великолепные республики. Президент Белоруссии мне нравится, великолепно, у них свое производство, они подняли, у них свое молоко, мясо. Они вообще, мы же нищие, мы калмыки нищие, у нас вообще нет ни своего мяса, ни мы животноводческая республика. У нас, вы посмотрите, степи голые, ни одного барана там не увидите, не пасется. Шахматы вот эти, далеко тоже... Я тоже не приветствую это. Но мне так кажется, что все-таки на это уходят какие-то бюджетные деньги. Все-таки можно было, например, у нас столько больниц. В больницах у нас нету нормального оборудования, у нас нету нормальных клиник. У нас, понимаете, много где что куда можно было, чем шахматы. Op mijn vorige reis leerde ik Vladimir Sharayev kennen. Hij zit in de oppositiepartij Jabloko, waarvan zeker is dat zij nooit aan de macht zullen komen. Мы сейчас подъезжаем к Сити Чес, город шахмат. Этому городу уже 10 лет. В 1998 году здесь проводили шахматную олимпиаду, мировую шахматную олимпиаду. City Chess? Сити Чес переводится как город шахмат. На самом деле это обыкновенный коттеджный поселок. Не очень. Потому что какие планы были после Олимпиады? Были вообще планы? Были планы после Олимпиады эти дома продать и заработать деньги. Но вот не получилось продать.
10 лет назад построили, и уже начинает как... Да, трескаться. Здесь город построен на глине. И когда вот проходят дожди осенью, весной, глины двигаются, земля, и дома начинают уже вот лопаться. Организаторы и кирсановские близкие люди говорили, что после шахматной олимпиады в Калмыкии останется 100 миллионов долларов. Что это такое хорошее коммерческое дело, что после олимпиады, вот Да. я понимаю, чемпионат Европы по футболу, там разного вида бизнес, Да, а там шахматы? все, да? А в шахматах нету это, фанатов нет таких. И, как вот заработать 100 миллионов долларов? А моему такому наивному народу вот на уши цепляли это все. И люди думали, вот 100 Верили? миллионов. Ну, были люди, которые верили. Ну, конечно... Ну вот я думаю, на шахматной олимпиаде, на любой, невозможно такие цифры заработать, 100 миллионов долларов. Олимпийские Говорили, игры, да. может быть. Пойдемте дальше. А вот здесь уже... Нет, это- люди живут здесь? Нет, это только вот фасад сделали. Тоже, А да? внутри недострой. И все, побелили, покрасили, рамы вставили оконные. Те дома, они уже в трещинах. Вот за 10 лет они начали лопаться, зайдешь вовнутрь, трещины, стена отходит сюда, сюда. Просто деньги тратили, да? Да. Покер еще только, наверное, Лас-Вегас вот поднял город, да? Да. Азартные игры. Но шахматы это не азартные игры, это шахматы соревнования двух индивидуумов. Так ведь? Это интеллектуальная игра. А карты, казино, это уже... Вот в Америке взяли вот на казино, да, город построили. А на шахматах, ну как построить город? И люди живут. Город-музей. We hadden een interview gepland met deze meneer. Het zou eigenlijk gisteren plaatsvinden. Toen is het verschoven naar vandaag. Vandaag zijn we weer gebeld dat het verschoven is naar morgen. Dus ik hoop dat het ook echt morgen gaat gebeuren. Kijk, die arm-rijk verschillen heb je overal in de wereld. Dat is niet iets typisch voor Rusland. Maar wat ik des te schrijnender in Kalmykië vond, is dat er zoveel tijd en geld en energie wordt gestoken in wat in essentie de hobby is van de president, schaken. Vooral voor jonge mensen in Kalmykië is het een groot probleem om een baan te krijgen. En het is daarom ook niet zo verbazingwekkend dat de meeste jonge Kalmyken, iets van 80% van de jonge mensen, trekken naar Moskou. En dat doen ze echt niet voor de lol, want Moskou is intussen een gevaarlijke plek voor mensen die er niet Russisch uitzien. Спроси, как сразу покажешь? Чтобы на двоих хотя бы. Объясни мне нормально, а то не подумай, что такие свернутые кровати. Это темная кровь. Вот это видишь, что ли? Как это? Легко, что ли? Да. Вот еще одна кровать. Да. Вот темная. А это что, как она? Она просто на колесиках тоже. Не считается. А над ними тоже висит это? Здесь просто игрушки. Сколько стоит цена? 670. Какой вам хотелось? У нас просто двойня будет. А, двойняшки. Ага. А Мы есть хотели такие только большие? одну. Да я не видела кроватку для двойняшек. Да? Да.
Это у всех Это магазинах. над каждой кроваткой игрушки, да, висят? Нет, тоже это уже тоже отдельно все А, это тоже отдельно, покупается. Да. А, ясно. Сейчас. Я поехала, ну, как все едут, заработать деньги в Москву. Поехала я с двоюродной сестрой своей. Но когда мы ехали, ехало 3 автобуса. Ну, это не так просто было устроиться. Пока нашли работу. Потом нашли работу, это, то там не держат узкоглазых, то там не держат. Я работала в магазине, да, устроила. Потому что как на этом же метро, где я живу, потом мне начали вызывать на работу, не в мою смену. Но я не хотела ехать на работу. Только отработала, я не хотела ехать. Но мне так сердце болело, наверное, чувствовала. Потом мне начали звонить, я поехала на работу. А потом 4 утра уже, там половина 4 утра, там уже зашли как 2 покупателя. Один был русской национальности, а второй, что ли, кавказской нации. Купили 2 бутылки пива и вышли они. Посмотрели как-то не так и вышли. После них зашел молодой покупатель. А потом он вытащил вот этот большой кошелек свой. Он кошелек вытащил, а там были так это разложены по купюрам. Там большие деньги были. Самое меньше 500. По 5000 были, по 1000. И в это время зашли 2 грабителя, которые до этого доходили. Вот они зашли и вот посмотрели на его кошелек. Вот я подошла, а потом вот увидела, что пистолет наставлен. Я хотела телефон так достать. Телефон хотела достать, но мне не получилось. Они меня схватили за волосы, прижали этот свой пистолет и раздвинули веки и прижали его к яблочку. И выстрелили меня сперва в этот глаз. И так он так тихо прям то, что даже вот рядом, когда человек прошел бы, не услышал. И вот я после этого выстрела я упала. Упала где-то минуты 3, наверное. Но потом мне нанесли в правый глаз. Первый выстрел был в левый глаз, а потом второй нанесли в правый глаз. Они говорят, деньги есть? Я говорю, нету. И вот выстрел правый глаз. Это уже второй. Я так вытирала, потому что у меня из глаз, и с обеих ноздрей, и по бокам, и все у меня стекло. Потом они попросили, раздеться. 4 выстрела у меня было в половые органы. Но тут русский говорил, хватит, хватит. Я начала поэтому молиться на русском и там на буддийском, на каком могла. Где-то минут 6, наверное, я не дышала сама. Они так подумали, что я уже руку поднимает, она падает, бьется об стекло, там уже боли не было никакой. Я даже не плакала, ничего, боли никакой не было. Я просто как замолчала после молитвы, и все. Они думали, что я умираю. И вот они ушли. Что узкоглазым не место там, в Москве. Даже оттуда возвращается тоже с многими травмами, не только я, считаю. А много молодых, кому
приезжают в Москву, чтобы там работать? Да, много приезжает туда молодых, ну, разных возрастов, заработать. Половина... Там зарплата больше или потому что вообще здесь мало работы? Да, тут мало работы, маленькая зарплата. А зарплата здесь в Калмыкии это сколько, например, как средняя зарплата? Ну, смотря где работаешь. Ну как, не знаю. Я, например, Официант. вот я вот недавно в роддоме лежала, я у уборщицы, ну, санитарки спросила, сколько они зарабатывают. Но они мне сказали, зависит от часов, и они сказали, что 3000 в месяц. 3000 в месяц. 3000 в месяц. Это очень мало. Судить по молодежи, то для молодежи нет работы в общности. Но хотя сделал много для Калмыкии, допустим, повысил культурный уровень Калмыкии, но то, что касается работы, этого нет. Особенно молодежь, мне кажется, страдает, потому что многие люди у нас уезжают за пределы, да, Москву, Петербург. Вот. Кто-то вообще даже за границу уезжает, так что вот так вот такая ситуация. А сколько, если не секрет, сколько, например, зарплата за месяц? Зарплата? Ну, в принципе, обычная. в связи с тем, что у нас не очень высокий уровень жизни, то мне хватает, я живу с родителями, но около 8000. Нормально. 8000 за месяц. И это как для молодых людей, это обычно? Ну, я же как не семейный человек, нормально. Нормально. А у тебя есть друзья, которые нет, у него нет работы? Есть. Много. Ik wist niet dat deze krant nog bestond. Dit is de enige oppositiekrant in Kalmykië. En er is een vrouw, een journalist, die werkte voor deze krant in 1998, toen het hele Chess City werd gebouwd. Ging ze onderzoeken wat er eigenlijk nou gebeurde, hoe dat geld werd besteed. En vervolgens is ze vermoord. Die is nu dood. Heel toevallig is de dader een lijfwacht van de president geweest. Maar voor de rest die president is, heeft kunnen blijven zitten. Altijd hetzelfde in Rusland. De oppositiekranten, oppositiepartijen zitten altijd in de meest afschuwelijke bouwvallen. Maar niet подскажете, как называется, газета, Советская Калмыкия. Не знаете? Извините, а вы не подскажете, где Советская Калмыкия? Ну, как называется газета? Туда. Туда? Советская Калмыкия, вон, Голландия конкретно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас? Нормально, Да, нормально. нормально все. Здравствуйте. Мы тоже познакомились. Я Николай. Давно не виделись. Да. Вот наш очередной, последний экземпляр нашей газеты. Он от 6 октября, вот вышел 6 октября. Вот. Мы также, как и раньше, на территории Калмыкии печатать не можем газету. Нас все типографии в Калмыкии отказываются нас печатать. Мы ее печатаем в Волжском. Это в Волжском? Да, в Волжском типографии. Здесь вообще невозможно печатать. Невозможно, никто нас не берет в печать, никто не будет нас печатать. Больше того, мы распространяем ее не через Роспечать, Роспечать нам ее не распространяет. И в подписку нас не берут. А продают в киосках? Нет, нет, вот именно в киосках продавать запрещено. Вот вы можете выйти из гостиницы, пройти, Да. вот с той стороны, выйдя из гостиницы, повернете направо, обойдете это здание и пойдете в сторону базара, и там на углу будет наш распространитель Ваня продавать нашу газету. Вот эту. Кто там на стену? Это портрет Ларисы Алексеевны Юдиной, нашего редактора нашей газеты до 98 года. Вот. Этот портрет нарисовал наш большой друг, поэт Евгений Пахомов. В декабре 3 года назад, в 2005 году, когда после того, как ей исполнилось 60 лет. В тот раз
она хотела опубликовать материалы об офшорной зоне. Тогда у нас в Калмыкии с 1994 года и, по-моему, вплоть до 2000 года существовала незаконная офшорная зона. И деньги, которые должны были поступать в федеральный бюджет, налоги, с более чем 6 тысяч предприятий, зарегистрированных в этой офшорной зоне, они уходили в неизвестном направлении. Понимаете? И она это исследовала. Да, она первая сумела докопаться до этого. Я вот принес, захватил с собой фото Ларисы Алексеевны. А сколько ей лет было, когда она погибла? В июне месяце она погибла, а в октябре ей должно было исполниться 53 года. То есть шел 53-й год. А все людей в Калмыкии знают о убийстве? Все знают, все да? знают, да. Вы знаете, когда были похороны, это было, кажется, 11 или 10 июня, вот эта площадь, вот здесь вот, та большая площадь городская, и начиная от той городской площади вот сюда до гостиницы, это все стояли люди. Это столько людей стояло. Все пришли на ее похороны. Мы, оппозиция вот республиканская, 20 сентября начали вот на этой площади бессрочный митинг с требованием отставки Илюмжина. Вернее, сначала митинг начался вон там, возле гостиницы, а потом 21 числа мы переместились сюда на площадь, встали на этой площади. В митинге тогда принимало участие порядка 5000 человек со всей республики. И мы очень надеялись, что московская власть, Кремль, учтет наши пожелания и снимет Кирсана Илюмжинова, лишит его должности. А вся площадь была оцеплена ОМОНом и милицией. И вот нас ОМОН избил. Так вот, избили здесь на площади, выгнали за площадь. Люди стали расходиться по домам, их стали преследовать по улицам и стали избивать на улицах, стали арестовывать. И в ту ночь было арестовано 106 человек. А избито было порядка, ну, все фактически избиты были. Меня схватили и закинули, вот здесь ИВС называется, изолятор временного содержания. И я провел в изоляторе временного содержания 9 суток. Но мы считаем и до сих пор уверены в том, что вот это вот разгон демонстраций и избиение граждан придумал не сам Илюмжинов. Мы считаем, что это придумала Москва. Ну, по просьбе Илюмжинова. Илюмжинов, скорее всего, к ним обратился, а они сказали, избивайте. То есть это был сигнал для нас. Как вы хотите, протестуйте, сколько хотите, выступайте, а мы Илюмжинова будем держать. Он нам нужен. Вот такая sитуatie. Probeer nu voor de laatste keer de PR-man van de president te bellen. Hij heet Boomtja. En ik hoop dat Boomtja nu op gaat nemen, want ik ben het een beetje zat. Ik zit al 4 dagen te wachten op een interview. Boomtja! We gaan nu maar gewoon aanbellen. Dit is het laatste wat we kunnen doen. Hier woont de president. En ik ga gewoon netjes vragen of ik hem kan spreken. Dat was de hele bedoeling waarom we hier kwamen. Dus kom op. Здравствуйте. Это телевидение из Голландии. У нас интервью есть с главой республики. Вы можете звонить, он сейчас в офисе. Нет, офис находится его в Сити-холле. Это не здесь. Да, мы не туда попали. City Chess, да? Hij is in City Chess op dit moment, dus misschien moeten we daar eventjes naartoe. Пожалуйста, здесь. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания.
вот за всю историю Да. ФИДЕ вот было 6 президентов. Это первый Рюрип, Рилгард, затем вот Олафсон, Макс Эйви. Макс Эйви с 95-го года, уже 13 лет. И мне кажется, что шахматы привнесены, они откуда-то с космоса или с Господом Богом. Либо космос, либо Бог. Ну да, абсолютно. Я думаю, это от Господа привнесены. Почему? Потому что одинаковые правила игры везде. То ДНК состоит из 64 ДНКоидов, а шахматная доска 64 клетки, черные и белые. Удивительно. То есть это как бы послание. Это не случайно, я думаю. Но это в мире ничего нет случайного. Как философы говорят, что такое случайность? Случайность — это есть скрытая закономерность. И поэтому мне хотелось бы, чтобы все дети Калмыкии, все люди на планете играли в шахматы. И шахматы учат добру. И если бы все конфликты решались не на улице, да, а за шахматной доской, тогда бы тоже меньше проблем. А почему именно Rolls-Royce? Стабильный. Да машина, нет, когда я был бизнесменом, у меня просто было несколько Rolls-Royce'ов. И это же мои же личные, это не государство покупало, все машины это как бы личные свои. Поэтому, чтобы государство, республика денег не тратила. Не. Вот и свои машины. Конечно. Поэтому этот белый Rolls-Royce как раз он у меня был во Франции. Здесь белый Rolls-Royce, в Москве черный Rolls-Royce. Ну, так получилось, что я раньше Rolls-Royce покупал. Потому что надежная машина, хорошая машина. Это квартира родителей. Нет, это съемная квартира. Снимаем туда. А, например, здесь в квартире есть ванная? Здесь, где мы живем, тут никаких условий. Тут все дома аварийные. Тут все надо полностью с нуля надо все менять. А просто когда постоянно туда-сюда переезжаем мы с одной квартиры на другую, и постоянно для меня это тяжело. Это, обстановка. Когда вот в этой квартире мы уже 2 года снимаем, я уже привыкла, уже знаю, как ходить тут. И тут быстро двигаюсь. А то постоянно переезжать туда-сюда уже... Сложно привыкнуть, да? Да, привыкнуть сложно. Значит, тетя Нина, у вас есть вопрос к президенту? У нас... Вы хотите узнать? Но мы пытались встретиться с ним. Но никак не можем встретиться. Хотели поговорить хотя бы на земле. Там не надо такой дом. Там большой такой с этими всякими этими. Хотя бы 2-комнатную квартиру. Главное, чтобы было с удобствами. Чтобы внутри вода была. Ванная? Да, ванная, туалет, как... А то тяжело, это когда дождь, все это на улицу, тем более вода на улице, привозная. Над газом, когда дождь идет, над газовой плитой начинает прям ручьем бежать. Замазываем и сами не можем понять, что делать. Но это полностью дом надо все, когда это полный ремонт надо. Если бы я была бы там зрячая, мне это не надо было, я бы не ходила. Я же говорю, я же не специально ослепла, чтобы добиться прям своей квартиры личной. Хотя бы что-нибудь. Дело в том, что мы были у девушки, калмычка. Она работала в Москве, потом был такой случай, что... Скинхеды, да? Да, глаза выкололи. Да, я знаю, да, мы что-то... И она живет такое состояние, сейчас она беременная, будет 2 детей, там такая ситуация, что, может быть, не очень хорошо для детей. А вы можете сказать, как это решить, такие ситуации для таких людей? Это называется строительство социального жилья. И мы вот сейчас сделали целую программу для молодых семей.
по социальному. И если мы в этом году строили 80 тысяч квадратных метров, то в следующем году мы хотим удвоить. Это строить 150-200 тысяч квадратных метров. Да. Мы договорились с московскими инвесторами, и в этом году начинаем строить завод здесь вот рядом, под Элистой, завод по производству строительных материалов. То есть кирпичный завод, вот, здания такие. И хотим, вот, чтобы те, кто на очередь, как эта девушка, да, Да. вот, молодые семьи, молодые специалисты, сейчас по всей республике такая программа идет, чтобы они получали квартиру. Я думаю, вот Да. эта девушка, она через год тоже получит квартиру. Потому что ей сейчас сложно, да, Да, достать. мы знаем, мы да. такие есть. Потому у что нас они именно люди. сейчас беременные, конечно, и как было бы хорошо, если... Будем помогать, конечно. Мы рассмотрим этот вопрос, как дома будут сдаваться сейчас, мы поможем. Хотя на. Сянбятн. Анина, откуда у тебя столько сила? Откуда? Ты такая позитивная, энергетическая. Откуда? От Бога, наверное. Бога? Алина, я помню, что у тебя была сон, беременность. Ты можешь рассказать о этом сон? А я вообще страшно собак боюсь. И там такой бассейн высокий. И два маленьких, так, две собачки погнали со мной. Не знаю, что делать. И кричу: Сашка, помоги. А он меня взял на бассейн, посадил. А потом они с двух сторон запрыгнули. Вроде бы высокий бассейн. С двух сторон напрыгнули и начали меня за пальцы кусать. С двух сторон. Я не знаю. Я вообще собак боюсь. Никогда собака не кусала меня. Я начала напугалась. Начала говорить: убери. Он как будто так убирает, и они опять как будто прыгают. Но эта собака, два щенка кусают, это сказали, двойни или близнецы к беременности. Значит, вы уже знали, что будет Да, беременность. я говорила, я мужу говорила. Я говорю, это, наверное, сон не просто так снится. Никогда меня собака не кусала, а вот, говорю, две собаки покусали. Ну, я сказала, Бог дал, если вторую жизнь мне, оставил живой, дал мужа и дал еще двоих детей. Я ей сказала, еще говорю, после родов, может быть, и зрение даст немножко. Хотя бы на один глаз. De oma van mijn vriendin heeft haar hele leven gewerkt als boekhouder en krijgt nu een pensioen van €100 in de maand. Ze woont in een stad waar meer dan 1 miljoen mensen wonen, maar de straatverlichting doet het niet. Ze heeft een zaklamp nodig om haar huis te vinden. In die 8 jaar Poetin zijn miljarden verdiend aan olie en gas, maar waar komt het geld uiteindelijk terecht? Sommigen zijn handig geweest en zijn nu miljonair, zoals Ilyum Zhinov en zijn Rolls Royces en Poetin en Abramovich. Maar voor anderen is het eind van het communisme een ramp geweest. Voor hun is de laatste 20 jaar alleen maar slechter geworden. Het is moeilijk voor te stellen, maar voor hun was het communisme een zorgeloze tijd. Thanks for watching the video.
You can of course look at the next episode, or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.